Всем привет! Сегодня в видео будем собирать системный блок из довольно интересных комплектующих, на котором в дальнейшем установим Hackintosh и проведем еще несколько тестов с этим компьютером. А если видео вам понравится, подпишитесь на канал и поставьте лайк, это помогает продвижению канала. Буду очень благодарен. Полный список всех комплектующих, которые я буду использовать при сборке, я оставлю в конце видео. Будем использовать оперативную память от Apacer, серия Knox, 4 планки по 8 ГБ, суммарный объем 32 ГБ, SSD-диск Kingston со скоростью 7300 на 1 ТБ, с довольно объемным радиатором, который помогает отводить тепло. Подобный SSD-диск я использую со своей PlayStation 5, проблем у меня с ним не было, поэтому буду использовать его. Блок питания от Superflower на 850 Вт, серебряный сертификат. С данным блоком питания идет все необходимое в комплекте, это макулатура, сумка с проводами. Данный блок питания полностью модульный, поэтому здесь мы берем те провода, которые нам необходимы для подключения нашего оборудования. Все провода с хорошим сечением кабеля, кабель питания на 16 ампер 250 Вт. Также в комплекте имеются болтики для крепления данного блока питания к корпусу и сам блок питания. Как я ранее говорил, данный блок питания полностью модульный, мы подключаем только те провода, которые необходимы. На блоке питания также есть переключатели работы вентиляторов Эко и Авто. Данный блок питания для этого системного блока взят немного с запасом, так как в дальнейшем буду подключать различные комплектующие для тестов. По 12-вольтовой линии данный системный блок выдает 849,6 Вт, что довольно неплохо. Для охлаждения процессора буду использовать ID Cooling SE224. В комплекте есть крепление как для Intel, так и для AMD процессоров. В комплекте идет один вентилятор, сам же радиатор на 4 теплотрубки. Обязательно перед установкой с контактной площадки не забываем снять наклейку. Ну вот, мы уже с вами ознакомились с частью комплектующих, давайте продолжать. Материнская плата это Asus Prime B550MA. У данной материнской платы 2 M2 подключения и все необходимые разъемы. Как вы уже, наверное, догадались, процессор будем использовать от AMD, это Ryzen 5 5600. Видеокарта это AMD Radeon RX 6750 XT на 12 ГБ. Это трехвентиляторная версия, полностью в металлическом корпусе. Для подключения здесь реализованы 3 DisplayPort и 1 HDMI. Питание в данной видеокарте 8 плюс 6 пин. Многие говорят, что данную видеокарту очень сложно завести в Hackintosh, она отлично нам подойдет для тестов, также данная видеокарта отлично подойдет для 2К гейминга. Давайте тогда уже приступать к сборке данного системного блока. Устанавливаем процессор, зажимаем ножку, чтобы зафиксировать его, наносим термопасту немного и тонким слоем наносим его на процессор. Убираем стандартное крепление вентиляторов, откручиваем его. Устанавливаем металлический бэкплейт для вентилятора центрального процессора. Ставим красные пеньки, это для AMD процессоров, и крепление. И все это дело закручиваем. В итоге у нас должно получиться что-то подобное. Устанавливаем радиатор центрального процессора. Обязательно убираем транспортировочную наклейку. После того, как установили, притягиваем его винтами. Напишите в комментарии, что вы думаете о данных комплектующих, и может быть кто-то использовал что-то подобное в своих сборках. Будет очень интересно. Устанавливаем металлические крепления на вентилятор и защелкиваем его на радиаторе. С корпусом в комплекте идут все необходимые болтики для крепления различных типов устройств и периферии. Вкручиваю дополнительные ножки для крепления материнской платы, устанавливаем заднюю панель. После этого можем устанавливать туда материнскую плату и фиксировать. Следующим шагом я устанавливаю SSD-диск и крепим его на один болтик. После того, как SSD-диск установлен, устанавливаю оперативную память. Оперативная память реализована 4 планками по 8 ГБ, суммарный объем 32 ГБ.
подключили все необходимые провода для блока питания и устанавливаем его после этого. Крепим его к корпусу. После подключения материнской платы и доп. Питания для процессора устанавливаем видеокарту. Вывели все необходимые провода, закрепили ее. Подключаем питание видеокарты. Устанавливаем операционную систему, все драйвера и проводим тестирование. Давайте посмотрим, что у нас получилось. После небольшого тестирования я понял, что подключение питания к видеокарте мне очень не нравится, поэтому заказал дополнительные провода. Я уже не раз их использовал в своих сборках. Как компьютер пройдет полный цикл тестирования, я обязательно выпущу отдельный видеоролик, где также покажу, как я их использовал. И еще несколько приятных покупок для данного системного блока. Обо всем будет отдельный видеоролик. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч!